Мы посмотрели и интервью Ильи Ремесло, Ксении Собчак, и примирение Виктории Бони с Владимиром Соловьевым в прямом эфире. Все это занятное весьма явление. Люди, на которых государство обрушилось всей своей мощью, вместо того, чтобы как минимум навсегда исчезнуть из официального оборота, заставляют обер-пропагандиста перед собой извиняться или успешно выходят из психушки с политическими заявлениями. Причем очень даже в нормальном состоянии выходят. Интереснее всего тут посмотреть на происходящее в более широких рамках. Ведь что такое история Виктории Бони? Это история о том, как государственная пропаганда потерпела тотальное поражение и была вынуждена его признать, причем довольно унизительным образом. Никто не встал на сторону государства. Смутьянку заткнуть не получилось. Даже никто особо не испугался. Один аккаунт в запрещенной сети Instagram победил всю мощь пропагандистской машины с миллиардными бюджетами. В этой ситуации государство выглядит слабым. Именно государство, не Соловьев. Никто не заблуждается в его свободном творчестве. Публичное примирение и извинение перед Викторией – это точно прямое распоряжение. Государство решило отступить. Не его глашатый, а именно государство. А не слишком ли часто в последнее время путинская система терпит поражение? Не слишком ли часто она выглядит не столько зверской, сколько слабой, трусливой и ни на что не годной? Нет ли такого ощущения? С Викторией Бони все понятно. Давайте начнем с другого. С первого прилета беспилотника аж по Екатеринбургу. Прежде чем начнем только, по ссылке в описании мы собрали актуальные способы по обходу ограничений интернета в России. Спонсирует это МКард, выпускающий криптовалютные карты, которыми можно расплачиваться за границей, как обычными деньгами, и при этом пополнять их через СБП. Если мы с вами зайдем в Google и измерим встроенной линейкой расстояние от самой северо-восточной точки Украины до Екатеринбурга, то получим где-то 1800 километров. Если ту же линейку развернем в обратную сторону, на запад, то она дотянется примерно до французской границы. Украина, Польша, Чехия, Германия – все на этой линейке поместятся. В краях, которые мы замерили на восток, ничего похожего на боевые действия не было со времен Колчака. Вообще трудно сейчас заставить себя чему-то удивляться. Но просто зафиксируем. На 5-м году Путину удалось перенести войну туда, где ее не было больше 100 лет. Великий геостратег. А знаете, что еще не вызывает никакого удивления? Полное отсутствие в происходящем самого Путина. Дроны спокойно себе долетают до Урала. В Туапсе экологическая катастрофа, а верховный главнокомандующий об этом просто ни слова. За последнее время, кажется, с конца прошлого года, это стало явлением уж слишком естественным и ожидаемым. В воюющей стране ее верховный главнокомандующий как бы отсутствует. И нет вообще никакой руководящей воли. Да, Путин вылазит в какие-то рандомные моменты и рассуждает о войне. Но каждый раз этими своими рассуждениями он только бесит зетников, потому что обнажает свое полное невладение ситуацией. Понятно, что нет такого главы воюющего государства, который будет в доме повешенного говорить о веревке. Рассказывать о поражениях, отступлениях, потерях, хвататься за голову и рыдать, какой задницей обернулось то, что он сам же начал. Понятно, что все преувеличивают свои успехи, занижают свои потери и сильно переоценивают проблемы противника. Это нормально, это обычно. Но очень легко отличить, когда человек преувеличивает, основываясь на хоть сколько-то реальном знании, и когда он просто в душе не чает, что происходит. Путин называет совершенно случайные населенные пункты. Какие-то из них вовсе не были захвачены. Какие-то отбила Украина. До каких-то, как до Китая пешком, они вообще на другом конце страны от зоны боевых действий. Путин рассказывает об операциях, наступлениях, окружениях, которых никогда не было или были, но куда менее масштабны. И все, кто на карту боевых действий смотрят каждый день, понимают, Путин уже очень давно ее в глаза не видел. Понятно, что зетники, движимые инстинктом самосохранения, лично Путина не трогают. Они находят виновных в его окружении. Генералы не докладывают, чиновники врут, рисуют неверные карты, отчитываются за несуществующие успехи и так далее. Но дело это не меняет. Кто виноват – это отвлеченный вопрос. Факт в том, что верховный главнокомандующий не представляет себе войну, которую ведет. У Путина своя абсолютно война, где нет никаких страшных мясных штурмов и мертвых зон, закрытых дронами, из которых не возвращаются. Нет полного тупика имени Малой Токмачки.
у него есть только умилительные истории о носочках на фронт. Мы понимаем, что по сравнению с войной остальные темы Путина волнуют примерно как Джеффа Безоса химическая завивка. Можно не сомневаться, что по всем остальным вопросам он хуже информирован, меньше интересуется и меньше участвует лично. И лапши на уши ему можно навешать больше. Вопросы войны – это высшая точка отсчета. И высшая точка отсчета представляет собой непроницаемый пузырь, внутри которого фантазийная картина. Когда мы с вами пытаемся ответить на вопрос, почему система как будто бы развинтилась, надо держать в уме это простое обстоятельство. Начальник, который замкнул все решения на себя, будто бы вовсе перестал вовлекаться в происходящее. Из чего можно сделать вывод: что-то очень не в порядке. Начальнику не просто так вдруг надоело. Раньше он был весел и бодр, а сейчас вдруг не нравится ему об этом всем говорить. Что же такое-то? Поговорим об этом после небольшой рекламы. В мировом рейтинге свободы интернета Россия находится на одном уровне с Ираном, Китаем и Пакистаном. Хуже только в Северной Корее, которая занимает последнее место. В России планируют ввести плату за VPN-трафик, а площадки из белого списка должны отслеживать использование VPN пользователями, чтобы государство могло эффективнее блокировать VPN-сервисы. Но это не означает, что они перестанут работать обязательно. Нужно подобрать надежный сервис, который пережил не одну волну блокировок. Или сразу несколько таких сервисов на всякий случай. Например, подойдет Blank VPN, для которого новые ограничения – просто очередной вызов. С ними они успешно справляются уже 8 лет, одними из первых на рынке внедряя технологии обхода новых блокировок. Blank VPN стабильно занимает высокие позиции в моем VPN-рейтинге. Подключение выполняется в один клик в собственном приложении для iOS, macOS или Android. Скорость подключения до 10 гигабит в секунду с полным безлимитом как на количество устройств, так и на трафик. При этом Blank VPN анонимен. Даже его сотрудники не знают, какие сайты вы посещаете, что смотрите и где находитесь. А главное, Blank VPN дает 30 дней, чтобы вы могли попробовать сервис. Вам не нужно покупать кота в мешке. Если что-то не понравится, компания вернет деньги. Оплатить подписку можно с российской карты или криптовалютой. Поддержка у Blank VPN работает круглосуточно и ответит на любые вопросы. Поможет настроить обход белых списков или поставить VPN на роутер. Переходите по этому QR-коду или по ссылке в описании и устанавливайте Blank VPN. В ссылку уже встроен промокод CATS, который даст скидку до 66% и 30 дней гарантии возврата средств. Спасибо, что смотрите рекламу. Мы ее много ставим в последнее время. Это позволяет нашему каналу оставаться независимым и финансировать себя самим, без грантов или крупных меценатов. Продолжим. Мы говорили, что начальник, который замкнул все решения на себя, будто бы вовсе перестал вовлекаться в происходящее. Система в последнее время перестала выглядеть как единый организм. Она им никогда и не была, но раньше, по крайней мере, умела производить такое впечатление. Сейчас же явно разные элементы действуют, как Бог на душу положит. Вот есть вторая служба ФСБ, которую теперь часто приходится упоминать в связи с ее попытками заблокировать российский интернет. Она, и это заметно, не только не согласовывает свои действия с политическим руководством, чего и так не делала, но сейчас даже не ставит его в известность. Для бардака, который развели с интернетом, нет никакого пропагандистского оформления. Не было никакой кампании по отбеливанию происходящего, никаких попыток объясниться. Просто выключают вышки, банят Telegram, а гражданские чиновники и пропагандисты выдумывают разъяснения на ходу. Причем через раз пытаются прокомментировать блокировку Телеграма прямо в самом Телеграме. Финансово-экономический блок правительства и ЦБ тоже живут своей жизнью. Они там себе что-то напланировали, что-то насчитали, напрогнозировали каких-то налогов собрать, совершенно не подразумевая, что помимо тех факторов, которые они научитывали, кто-то явится с топором рубить оптоволокно. Вчерашние близкие союзники и сотрудники режима вещают всякие гадости про Путина и садятся в психушку. Но вместо того, чтобы пожизненно излагать свои ценные мысли в мягких стенах, чего можно было бы ожидать раньше, быстро выходят в хорошем состоянии и отправляются на интервью к Ксении Собчак рассказывать о том, как государство разложилось и не управляется. Ремесло вроде бы должны были бы показательно растоптать и сожрать. В этом суть нашего режима. Он не прощает нелояльности и тем более предательства, не подает дурного примера. А тут вроде как подает, тут вроде как так можно было. Вероятно, самая зависимая и лояльная, самая запуганная категория граждан – представители бизнеса. И они все как один, от олигарха Дерипаски
до простых владельцев промышленных предприятий и агрохолдингов говорят, что при нынешней налоговой нагрузке и с текущей стоимостью кредитов им проще закрыться, чем существовать. Теперь уже известно, что парад Победы в Москве пройдет в сильно усеченном виде. Судя по описанию, мы ничего подобного не видели более 20 лет. С тех пор, как к 60-й годовщине Победы парад превратили в военизированный карнавал. Без военной техники, без тысяч гостей, без воздушного парада. Просто пройдут коробочки солдат и все. Таким образом, главное идеологическое мероприятие, которое не отменяли даже в ковидном 2020-м, просто перенеся его на 24 июня, теперь де-факто свернуто. Оно как бы будет, а как бы и нет. А почему? Первый год войны, что ли, на дворе? Вообще-то 5-й. Первый год дроны летают куда хотят? Нет. Что такое изменилось, если год назад или 2 года назад удавалось праздновать, как ни в чем не бывало? В прошлом году даже Си Цзиньпиня позвали, а на сей раз уже никак. Кажется, что больше нет уверенности в своей способности отразить атаку дронов или диверсию? Есть сомнения в собственных силах? Страх не потянуть очередной грандиозный карнавал в разгар войны? Или побаиваются реакции, что большая гулянка с бронетехникой в разгар кризиса и на фронте, и в экономике ни у кого энтузиазма не вызовет? Или, возможно, никаких реальных угроз нет, просто получающие все больше власти чекисты запугали президента угрозами вымышленными? А может, ему просто надоело? Может, он там в депрессии валяется и не хочет никакого парада? Так или иначе, День Победы – это главный праздник нашего режима, которому раньше не мешали ни кризисы, ни ковид, ни война. А теперь почему-то праздник провести не могут. Что сами победить не могут, это давно понятно, но теперь не могут даже чужую победу отпраздновать, как свою. Из чего следует закономерный вопрос. А когда в последний раз что-то получалось? Когда в последний раз Путин выглядел как человек, который контролирует ситуацию, а выстроенная им система оказалась сильной и компетентной хотя бы в глазах своих сторонников? Ну, видимо, год назад. В разгар вот этого вот странного броманса с американским президентом. Тогда складывалось впечатление, что Путин как-то умудрился в очередной раз обмануть вселенную и выйти из воды сухим. Что сейчас он сможет выскочить из войны, которую сам развязал. Причем выскочить на таких условиях, чтобы никто и не понял, что он стал ее жертвой. Многим казалось, что вот-вот Трамп отменит ему все санкции разом, бесплатно подарит еще кусочков чужой территории, экономика восстановится, и все продолжится так, будто бы войны никогда и не было. Не было провальных наступлений, унизительных отступлений, массового бегства от мобилизации. Не сжигали никуда $1 триллион. По крайней мере, у лоялистов уж точно было такое впечатление. Юлия Латынина могла писать, что Путин стратегически побеждает, что опять все случайные обстоятельства сложились в пользу Путина. И сам Путин находился в превосходном расположении духа, как мы помним. Часто и с большим энтузиазмом он высказывался, много рассуждал о войне, ее успехах, о том, как вот-вот мы все закончим на своих условиях. С Лукашенко на пеньках заседал. Всякое там было, в разных форматах появлялся. А сейчас что? С войной все плохо. Даже самые лояльные спикеры аккуратно бьют тревогу. Дональд Трамп ушел в закат, строит свой бальный зал, корабли имени себя, торгуется за пролив с Ираном, арку возводит, обиделся на Нобелевскую премию. В общем, занят другими очень интересными делами. Переговоров никаких больше нет. И Кириллу Дмитриеву больше никто по Нигерике не пишет. Самостоятельно войну выиграть не могут. Трампа в итоге продолбали. Вместо того, чтобы обмануть весь мир, кажется, обманули только себя. И что с этим делать, непонятно. Деньги, которых, казалось, было сколько угодно, как-то взяли и кончились. Дефицит рабочих рук, с которым все носились как дурни со ступой, хвастаясь нулевой безработицей, обернулся, как и ожидалось, серьезным сокращением в крупных компаниях и государственном секторе. Даже блокировки выглядят не как государственное зверство, а как государственное позорище. Они политически исполнены настолько хреново, топорно и негибко, что мы стали нацией VPN, и никто этого не скрывает. Включая депутатов Госдумы и чиновников, у которых поголовно по 3 VPN стоит, и они об этом открыто говорят. Даже это не вышло. Столько ресурсов угрохали. ВК-видео 5-й год строят, в мессенджер Макс вложили все пиар-ресурсы. Купили всех, кто готов был продаться. В итоге просто бездарно профукали деньги. Никакого альтернативного интернета не построили. Блокировки – это изумительное сочетание зверства с посмешищем. Получили все, чего пытались избежать. Массовый обход ограничений, публичный скандал, ссоры с лояльными селебрити. Но не добились ничего из желаемого.
Конечно, очень сложно в случае закрытого режима понять, сломался ли он. Когда на самом деле уже ничего не работает, а он из последних сил пытается сохранить внешний лоск. Но сейчас мы видим, даже внешний лоск сохранять стало труднее. Принятые решения не исполняются, и все видят, что не исполняются они не потому, что система не хочет, а потому, что система не может. Система не может защитить граждан, не может защитить себя. Украинские дроны летают в России, как у себя дома. На морском курорте идет нефтяной дождь, и это вроде как даже новостью не стало. Вроде потушили за неделю, а сегодня туда вот опять, второй раз попали, и он опять горит. И врагов не победили, и друзьями американскими не обзавелись, и деньги все потратили. А самый главный начальник, который должен всю эту систему контролировать, вроде как потерял интерес и все реже выходит из своего пузыря, комфортно выстроенного обслугой. В пузыре этом у него все хорошо. Зачем смотреть на реальный мир, где все плохо? Мы не собираемся тут заявлять о смерти режима, но полезно иногда остановиться и вспомнить, что за последнее время та же система, которая всегда старалась демонстрировать силу и эффективность, не показывает нам ничего, кроме слабости и бардака. Причем слабость и бардак проявляются повсюду, и в большом, и в малом. До завтра.